Однажды он решил бросить свою бандитскую жизнь и стать домашним мужем. На первый взгляд Тацу с вытатуированным драконом на спине и жутким взглядом кажется отъявленным гангстером, готовым причинить кому-нибудь вред. Однако на самом деле он просыпается рано утром, чтобы приготовить симпатичные коробки для ланча, которые его жена возьмет с собой на работу. К сожалению, она забывает, что у нее сегодня назначена встреча в компании, и выбегает из дома без завтрака. Тацу уже собирается приступить к своим обязанностям по дому, когда замечает, что его жена забыла свою коробку с завтраком. Он быстро упаковывает коробку с завтраком и кладет ее в чемодан, а затем мчится на велосипеде, чтобы доставить ее своей жене. Однако из-за того, что он едет так быстро, его останавливают полицейские, которые задают ему вопросы. Когда он отвечает на их вопросы своей жуткой внешностью, они понимают, что он из банды якудза. Ходят слухи, что он в одиночку уничтожил враждебную банду за одну ночь и получил прозвище «Бессмертный дракон», прежде чем исчезнуть много лет назад. Полицейский испугался, подумав, что Тацу, возможно, достает из кармана оружие. Однако все это в прошлом, и сейчас он слишком занят, доставляя еду своей жене. К их удивлению, вместо этого Тацу достает купон и пытается подкупить двух полицейских. Когда он приходит в квартиру Тацу, продавец отчаянно ищет, кому бы продать свои поддельные ножи. Он силой врывается в квартиру, когда Тацу открывает дверь. Тацу держит нож, который, как ему кажется, покрыт чем-то, что он считает кровью, и жуткий внешний вид Тацу также приводит его в ужас. Однако, будучи профессионалом, он продолжает предлагать Тацу свой продукт. Тацу, заинтригованный, решает протестировать нож, чтобы определить, является ли это поддельным продуктом. Он использует нож для приготовления стейка для гамбургера и подает его продавцу. К удивлению продавца, стейк ему так понравился, что он напомнил ему о его родном городе. Таким образом, он совершенно забыл о первоначальной цели своего визита, которая заключается в продаже некачественных ножей ничего не подозревающим покупателям. Молодого человека по имени Маса насильно выгнали из магазина. Так случилось, что он был одним из бывших соратников Тацу по бандитским временам. После исчезновения Тацу банда распалась, и Маса оказался в тупике, пытаясь найти территорию конкурирующей группировки по любым признакам присутствия Тацу. К счастью, он замечает Тацу, покупающего овощи на рынке. Маса подходит к нему и начинает рассказывать о своей нынешней ситуации, убеждая Тацу вернуться к своему прежнему статусу бессмертного дракона. Однако Тацу со своим характерным жутким взглядом закуривает сигарету и просит Масу следовать за ним. К удивлению Масы, он ведет его на кулинарный урок. После приготовления дневного рецепта женщины в классе аплодируют кулинарному мастерству Тацу. Маса не может удержаться и ругает его за то, что он оставил свою бандитскую жизнь ради этой. Но Тацу спокойно объясняет, что он больше не гангстер. Сейчас его приоритетом является защита своей семьи, и он не может добиться этого с помощью насилия. Маса смеется над заявлением Тацу и выбивает тарелку с едой у него из рук. В ответ Тацу быстро отвешивает Масе пощечину за его дерзость и приказывает ему убрать беспорядок, который он устроил. Однажды, катаясь на велосипеде, Тацу вынужден был резко свернуть, чтобы не сбить кошку, и в итоге врезался в машину. Машина принадлежит гангстеру, который является членом банды Кунами, одного из его врагов. Кунами сразу же предполагает, что Тацу намеренно пытался убить его, и они с водителем гонятся за Тацу. Погоня приводит их в магазин одежды, где, как им кажется, они загнали Тацу в угол. Однако в магазине проводится акция по стимулированию сбыта, и покупатели изо всех сил стараются заполучить товары со скидкой. Тацу приказывает Кунами и его водителю присоединиться к потасовке. В конце концов, им удается захватить только футболку, пару носков и перчатки. Тацу ругает их за то, что они лишили его возможности участвовать в распродаже, и напоминает им, что теперь он хозяин дома. Кунами, не в силах поверить в новый образ жизни Тацу, достает пистолет и направляет его на Тацу, приказывая ему перестать притворяться. Однако Тацу несколькими быстрыми движениями удается повалить Кунами на землю и надеть на него перчатки. Он говорит Кунами, чтобы тот не снимал перчатки, подчеркивая, что на улице холодно. Это простое действие вызывает у Куни поток воспоминаний, напоминая ему о детстве, когда его матери приходилось экономить деньги, чтобы купить ему перчатки. Переполненный эмоциями, Куни тут же разражается слезами и решает оставить перчатки себе. Тацу решает зайти в магазин, чтобы купить своей жене Мику ее любимый аниме-сериал. Однако с его устрашающей внешностью и чемоданом на буксире все выглядит так, как будто он участвует в какой-то подпольной сделке. Позже той же ночью Мику возвращается домой с работы только для того, чтобы встретиться с Тацу, который тщательно проверяет ее тело, как будто она преступница, прежде чем позволить ей войти в этот дом. К своему удивлению, она обнаружила, что дом полон украшений. Тацу организовал все это, чтобы отпраздновать ее день рождения, но в нем царит особая атмосфера праздника в стиле якудза. Даже когда он поет песню, посвященную дню рождения, выражение его лица остается угрожающим, создавая жуткую атмосферу. Затем Тацу вручает Мику подарок, которым оказывается аниме-сериал, который он купил ранее. Благодарная за этот жест, Мику благодарит его, но сообщает, что у нее уже есть эта конкретная серия.
Тацу чувствует глубокое разочарование в себе и хочет отрезать себе мизинец в знак раскаяния. Охваченная паникой и недоверием, Мику в ответ бьет его кулаком, отчего Тацу вылетает через стеклянное окно, как птица. На следующий день Тацу звонит Мику и сообщает, что к нему приезжает хозяйка квартиры. Чтобы убедиться, что все чисто, он достает автоматический пылесос и выполняет кое-какую работу. Он следит за машиной и впечатлен тем, что она может правильно мыть пол. Поняв, что машина пользуется хорошей репутацией, он доверяет ей пропылесосить помещение, но ругает машину, когда понимает, что она не может дотянуться до углов. Он продолжает чистить углы и остальные участки, потому что всегда хочет, чтобы везде было чисто. Неожиданно машина присасывает хвост его кошки, заставляя ее подпрыгивать от страха, и в результате кошка хватается за винный шкаф, отчего тот падает с грохотом. Бутылка попала Тацу в лицо. Как только хозяйка дома приходит в гости, она кричит, увидев, что одежда Тацу и пол испачканы красным. Тацу также не помогает ситуации, так как он неосознанно создает впечатление, что на него напали. Соседка просит Тацу присмотреть за ее сыном, которого зовут Рёта, так как ей нужно присутствовать на собрании. Увидев свирепое лицо Тацу, Рёта не осмеливается ничего сказать и в итоге сидит в углу. Чтобы унять свой страх, Тацу приносит тарелку с печеньем, которое он сам испек, чтобы Рёта попробовал. Рёта наслаждается печеньем, и Тацу рад, что оно ему нравится. Малыш больше не боится его, поэтому он приглашает Рёту поиграть с ним в игру. Рёта очень взволнован, думая, что это будут видеоигры, но оказывается, что все это связано с игральными костями, азартными играми и маджонгом. Рёте становится скучно, и он забивается обратно в угол. Внезапно Рёта замечает фигурку куклы из популярного аниме и начинает играть с ней. К сожалению, ситуация принимает другой оборот, когда он спотыкается о собственную ногу и ломает куклу. Тацу сначала следит за тем, чтобы Рёта не пострадала, а затем думает, что делать с куклой, которая принадлежит его жене. Поэтому он начинает закапывать куклу. Как только он заканчивает закапывать ее, его жена приходит с работы, и он быстро опускается на колени, чтобы извиниться и попросить снисхождения. В конце концов, она дает ему клей, чтобы все исправить. Тацу возвращается с рынка и натыкается на Масу, окруженного членами другой банды. Маса, обрадовавшись при виде Тацу, подбегает к нему и просит помощи в предстоящей драке. Однако Тацу отвешивает Масе пощечину и говорит ему, чтобы он сам разбирался с ситуацией, раз уж он начал конфронтацию. Другие члены банды вскоре узнают в Тацу печально известного бессмертного дракона, и страх заставляет их отступить. Однако их босс, разъяренный насмешками Мосса, поворачивается и бьет Тацу куском дерева по голове. Несмотря на кровотечение из головы, Тацу остается невозмутимым и сохраняет свой ири внушительный вид. Главарь банды, теперь уже запуганный, пытается ударить Тацу ножом, но Тацу ловко блокирует атаку, используя книгу. Испуганный босс в конце концов решает отступить. Маса наблюдал за спокойствием и собранностью Тацу во время схватки. Это заставило его задуматься, могут ли быть схожие качества и методы для того, чтобы быть домашним мужем и бессмертным драконом. Он смиренно склоняет голову и просит стать учениками Тацу, желая учиться у него. Позже тем же вечером они вдвоем мастерят красивый деревянный стул. Тацу понимает, что начинает набирать лишний вес, поэтому он решает заняться хула-хупингом в качестве домашнего упражнения. Однако это занятие отвлекает Мику, и она ругает его за это и ведет в фитнес-зал. В спортзале он встречает соседей, которые не ожидают, что он там будет. Все они посещают занятия по танцевальным упражнениям, и хотя Тацу удается не отставать от своих движений. Его вечная улыбка заставляет остальных чувствовать себя неловко, воспринимая ее как довольно угрожающую. Ободренный соседями, Тацу также решает попробовать занятия йогой. Ко всеобщему удивлению, он безупречно выполняет все позы йоги и даже присваивает каждой из них название, связанное с его прошлым опытом в мире гангстеров. Когда занятие йогой заканчивается, Тацу поздравляет класс, выражая удовлетворение тем, что ему удалось вспотеть. Однако, когда он собирается переодеться, он случайно заходит в женскую раздевалку. В ужасе от собственной ошибки наказывает себя, ударяясь головой о землю. Он даже просит женщин сослать его в горы для дальнейшего самобичевания. Понятно, что это приводит дам в замешательство. Тацу и его жена отправляются за покупками в местный торговый центр. Когда Тацу просит у служащего какой-нибудь белый порошок, тот заметно пугается. Однако Мику поясняет, что он имеет в виду муку. Пока они продолжают ходить по магазинам, Тацу начинает возражать против некоторых вариантов Мику, что приводит к ссоре между ними. Их разногласия привлекают внимание прохожих, которые, увидев устрашающий внешний вид Тацу, думают, что якудза преследует невинного человека. Мику понимает, что, возможно, именно из-за внешнего вида Тацу они поднимаются по лестнице, поэтому она предлагает ему примерить другую одежду. Однако, независимо от того, что он наденет, кажется, что его гангстерская внешность только усиливается. Тацу, следуя совету Мику, решает сменить свой наряд.
Мику довольна тем, что он выбрал розовый фартук с изображением ее любимого персонажа. Она даже просит его принять позу, надевая его. Вид Тацу и его розового фартука повергает прохожих в шок, но Мику кажется в восторге от нового образа. Во время похода по магазинам Тацу учит Масу планировать поход на рынок. Однако Маса останавливается, чтобы купить что-нибудь перекусить в продуктовом киоске. Владельцем киоска оказался Тарадзира, также известный как Тигр с остальным кулаком. Тарадзира был заклятым соперником Тацу со времен Якудзы. Тарадзира затаил злобу на Тацу, потому что Тацу был ответственен за разгром его банды, пока Тарадзира сидел в тюрьме. В момент острого соперничества Тацу соглашается на выяснение отношений с Тарадзира. Однако легендарное выяснение отношений – это не физическая схватка, а кулинарное соревнование, чтобы проверить свои кулинарные способности. Когда два бывших гангстера встречаются на кухне, они готовят вкусные блюда, а затем делают идеальные фотографии, чтобы продемонстрировать свои творения в Instagram. Спустя 2 часа победителем становится Тацу, у которого на фотографии всего 1 лайк, в то время как блюдо Тарадзира не получает вообще ни одного лайка. Несколько дней спустя Тацу отправляется со своей женой за покупками автомобилей. Мику нравится каждая машина, которую им показывают, но ее муж всегда критикует машины, говоря, что они не подходят для шопинга или потребляют слишком много бензина. Что ему понравилось, так это пикап, который удовлетворял всем их потребностям, не расходуя бензин, и был удобен для поездок по магазинам. Однако для женщин внешний вид очень важен, поэтому Мику совсем не нравится эта машина. В конце концов, продавщица выбирает машину, которая привлекает внимание и имеет большой багажник, и это нравится им обоим. Но когда Тацу просит взять ее на тест-драйв, он начинает осматривать машину в поисках каких-либо шпионских технологий. Как только они начинают тест-драйв, Мику напоминает ему, что нужно быть внимательным и готовым ко всем ситуациям. Однако, как только он видит охранника, он думает, что тот наемный убийца, пытающийся убить его. Отъезжая, чтобы избежать встречи с предполагаемым охранником-убийцей, он видит проходящего мимо старика, и он также думает, что старик – наемный убийца, целящийся ракетой в машину. В конце концов, он понимает, что все эти сценарии нереальны, и отказывается от идеи купить машину. Однажды Тацу заезжает в гости к Масе домой. Тацу недоволен кучей белья в доме, его, вероятно, не стирали уже месяц. Маса собирается бросить все это в стиральную машину, когда Тацу дает ему пощечину, говоря, что он делает это неправильно. Затем Тацу начинает складывать одежду в стиральную машину и руками соскребает стойкие пятна с другой одежды, в то время как Маса делает заметки. Они заканчивают стирку и развешивают ее сушиться, но ветер сдувает одну из них, и Масе приходится идти за ней. Несколько месяцев назад Мику сказал Тацу избавиться от домашних гаджетов, которые он купил, но которыми не пользовался. Так вот, сейчас Тацу находится на блошином рынке, пытаясь продать эти гаджеты, но с тех пор он ничего не продал. Приходят какие-то головорезы и требуют, чтобы торговцы заплатили свои взносы за использование этого района в качестве торговой площадки. Однако, когда главарь головорезов видит Тацу, у него начинают дрожать ноги. Затем Тацу уводит их, чтобы уладить дело. Тацу предлагает ему кое-какие приспособления. Но все, о чем может думать этот главарь бандитов, так это о том, что Тацу собирается использовать эти приспособления, чтобы пытать его. В конце концов, у него подкашиваются ноги, и он теряет сознание, а Тацу просто оставляет эти приспособления у него перед уходом. Однажды, когда он поливает растения, 2 полицейских наблюдают за ним, предполагая, что он, должно быть, выращивает незаконные растения. Через некоторое время они видят, как он выходит из дома с темным портфелем в руках. Полицейские немедленно следуют за ним. Мгновение спустя они видят, как он незаметно протягивает Масе небольшую сумку. Чтобы собрать больше улик, они следуют за этими 2 в переулок и видят, как они заходят в небольшой магазин с табличкой «Закрыто». Один из полицейских немедленно врывается в магазин с намерением поймать их с поличным. Однако оказывается, что они просто празднуют день рождения продавщицы стульев. В том маленьком пакетике, который, как они думали, содержал запрещенные товары, на самом деле было несколько листиков базилика. В чемодане, который, как они думали, содержал деньги, оказалась всего лишь ароматическая ваза, предназначенная в качестве подарка на день рождения для хозяйки кресла. Главарь бандитов, у которого задрожали ноги, когда он увидел Тацу, все еще злился из-за всей этой ситуации. Так что он тренировал свои ноги и принимал добавки, чтобы они стали сильными и больше не дрожали. Но когда он вышел, чтобы отомстить, он сразу же издалека увидел Тацу. Его ноги подкосились, и он упал на землю. Тацу в последнее время стал очень активным, присоединившись к домохозяйкам, чтобы поиграть в волейбол. В этот день команда домохозяек должна была играть против другой команды, но они не ожидали, что там будет команда медведей. Они были настоящими гангстерами. Матч начался, и Тацу с помощью всех остальных попытался взять верх над другой командой. Но команда медведь также не сдавалась, так что обе команды были равны по силам. В конце концов, команда «Медведь» выходит победительницей. Тацу опускается на колени, возлагает всю вину за поражение на себя, но лидер команды «Медведь» протягивает руку, чтобы помочь ему встать, понимая, что это невозможно. Это была отличная игра.
В конечном счете обе команды поздравляют друг друга и делают совместные фотографии на память. Мику возвращается с работы и видит, как ее муж ведет переговоры с продавцом мяса. Позже они оба идут домой пешком. Но перед этим Тацу спрашивает, могут ли они приготовить шорт-стоп в других магазинах. Мику не может разобраться в ситуации, так как Тацу и продавцы, похоже, разговаривают зашифрованным языком. После завершения миссии он рассказывает, что собирал марки, предназначенные для счастливого розыгрыша. В ответ она следует за ним к лотерейному киоску. Мику нравится первый приз – отпуск на Гавайях, и ей также нравится второй приз – телевизор. Однако Тацу претендует на третий приз – пылесос. Поскольку этот день является последним днем его 10-й попытки, Тацу надеется, что на этот раз он получит его. Но после вращения он получает 5-й приз – милую мягкую игрушку, которую любит Мику. Хотя он и проигрывает боссу лотереи, он заявляет, что выиграл, потому что смог заставить свою жену улыбнуться. Когда она слышит эти пошлые слова, она бьет его за то, что он заставил ее стесняться на улице. Родители Мику внезапно объявляют, что заедут к ним в гости. Эта неожиданность заставляет ее немного поволноваться, но Тацу уверяет ее, что беспокоиться ни о чем, так как он обо всем позаботится. Как только приезжают ее родители, он приносит чай и пирожные, которые сам испек, чтобы угостить их. Его теща неожиданно хорошо ладит с ним благодаря его навыкам ведения домашнего хозяйства. Она даже просит его научить ее нескольким кулинарным рецептам. Тесть Тацу интроверт. Несмотря на то, что он действительно хочет участвовать в рассказах каждого, он не знает, как начать разговор. Поразмыслив некоторое время, он наконец находит тему для разговора, но Тацу, похоже, не понимает, что на самом деле имеет в виду его тесть. В конце концов, он приглашает Тацу поиграть с ним в мяч, потому что надеется, что если бы у него был сын, то он бы поиграл с ним в эту игру. Они отправляются в парк поиграть в мяч, и тесть надеется укрепить свою связь с Тацу. Тацу не понимает, как играть в мяч для ловли мяча. Вместо того, чтобы бросить мяч обратно, он бежит к своему тестю, чтобы вернуть мяч, как собака так бы и поступил со своим хозяином, если бы ему велели принести это. Тесть сдается, и когда Тацу спрашивает, тесть объясняет, как поймать мяч. Играется. Однако с первого же броска Тацу отбрасывает его на дерево, что производит на него впечатление. Мику только что вернулся домой с работы и застал Тацу сидящим посреди хаотичной сцены. Она слышит, как он утверждает, что сзади прилетела шальная пуля. Но оказывается, что на самом деле это не пуля, а таракан. Тацу схватил спрей от насекомых. Но, к сожалению, баллончик пуст. Таракан все еще жив и поднялся в воздух, летая вокруг. Вику не может сидеть сложа руки, особенно когда таракан приземляется на ее любимую кукольную фигурку полицейского. Тацу пытается отогнать таракана, но тот неожиданно приземляется ему на грудь. Тацу, демонстрируя непоколебимую решимость, просит Мику сделать все возможное, чтобы уничтожить насекомое. Она набирается смелости и хватает газету, готовясь ударить таракана изо всех сил. У нее отличный замах, но она совершенно не попадает в таракана и вместо этого попадает Тацу в лицо. Несмотря на это, Тацу остается непреклонным. Он решает зажечь благовоние, чтобы отпугнуть таракана, так как известно, что этим насекомым не нравится запах ароматических масел. Наступило Рождество. Тацу надевает фартук Санта-Клауса, чтобы превратиться в персонажа Санта-Клауса и доставить подарки на детскую рождественскую вечеринку на своей улице. Когда он появляется, дети не верят, что он Санта-Клаус, но он просит их называть его бессмертным Клаусом и спрашивает, видели ли они его раньше. Был хорошим или непослушным. В конце концов, вместо подарков он преподносит им потрясающую еду, которая детям очень нравится. Как только становится поздно, он прощается с детьми и возвращается на своем велосипеде за покупками. Чацу решает устроиться на неполный рабочий день в кофейню. В первый день его работы в кофейню приходят два довольно необычных посетителя. Два гангстера, один постарше, другой помоложе. Старший гангстер хочет поделиться с младшим мудростью крутого парня. Однако, когда они видят, как Тацу подает воду, они оба поражены тем, насколько он похож на настоящего гангстера. Все становится еще интереснее, когда Тацу готовит для них кофе-латте, украшенный очаровательным рисунком котенка. Удивительно, но младший гангстер ценит этот милый штрих, но его босс ругает его, настаивая на том, что ему нужно поддерживать имидж крутого парня. Когда дело доходит до заказа еды, младший гангстер просит омлет с рисом, и Тацу подает его с уникальной изюминкой. Он пишет «гангстер», используя соус на блюдо. Позже босс сделал заказ на особый клубничный десерт, показывая, что он тоже любит его. Милые и восхитительные угощения. Босс нетерпеливо поднимает руку, когда подают десерт, и они оба полностью наслаждаются едой, покидая кофейню удовлетворенными и счастливыми. Благодаря своей работе на полставки, Тацу может заработать достаточно денег, чтобы купить подарки своей жене. Каждый раз, когда Мику приходит домой с работы, она очень устает. Сегодня Тацу готовит настоящий пир из продуктов, повышающих энергию, чтобы накормить свою жену. После еды он также готовит лимонную кислоту и лимонный сок, чтобы приготовить для нее лимонад,
так как это очень хорошо снимает усталость. Он даже помогает своей жене делать массаж, чтобы ей было как можно комфортнее. Однако, когда о ней слишком много заботится, она чувствует себя некомфортно. Хотя она больше не испытывает стресса. Она решает выбросить все из головы и принять душ, что является наиболее освежающим вариантом. Тем временем Тацу делает себе такой же массаж и выпивает немного лимонада. Однажды, когда он зашел в супермаркет, он встретил Хибари Тории, который также является членом конкурирующей банды. Она узнала легендарного бессмертного дракона из прошлого, но то, что две знаменитые фигуры гангстерского мира теперь носят фартуки, делает встречу неловкой. Поскольку банда Тории распалась, Хибари и несколько мужчин из клана решают работать в супермаркете, чтобы выжить. Но прожив всю свою жизнь богатым человеком, она редко вмешивается в простые вопросы повседневной жизни. Недостаток опыта заставляет ее с трудом справляться с задачей маркировки и расстановки товаров на полках. Она делает это неправильно. В итоге Тацу переставляет банки и исправляет свою ошибку. Во время оформления заказа она случайно дважды берет с Тацу деньги за товар. Когда он просит исправить ошибку, ее сотрудники сначала хотят возразить ему, но она признает свою ошибку, извиняется и быстро возвращает переплаченную сумму по его счету. Маса отправляется домой к Тацу с намерением устроить ему сюрприз на день рождения. Когда дверь открывается, его встречает Мику и представляет себя. Маса рассказывает о своих планах на день рождения для Тацу, а Мику рассказывает, что она планировала то же самое еще до его приезда. Они решают объединить усилия и вместе подготовиться ко дню рождения Тацу. Мику начинает с нарезки ингредиентов для торта, но похоже, она хочет изрубить всю разделочную доску. При приготовлении торта она насыпает столько муки, что она рассыпается, и в итоге часть продуктов даже подгорает. В конце концов, их усилия приводят к хаосу, и они забывают о своей подготовке. Когда Тацу возвращается, он потрясен, обнаружив в доме беспорядок. Он начинает все делать сам, начиная с уборки и заканчивая украшением и даже приготовлением собственного праздничного торта. Тацу прибирает за собой и поет свою собственную версию песни с днем рождения, которая имеет несколько мрачный оттенок, как это обычно бывает в его стиле. Затем Мику и Маса вручают Тацу свои подарки. Мику дарит ему ожерелье, а Маса – очки. Тацу примеряет оба аксессуара одновременно, и они оба сходятся во мнении, что аксессуары ему идеально подходят. Бывший босс Тацу неожиданно наносит ему визит. С тех пор, как Тацу ушел из банды, его пути с бывшим боссом не пересекались. Они разговорились после того, как Тацу тщательно убрал собачью шерсть с одежды своего босса. Во время их беседы Тацу удивил босса, подарив симпатичный свитер для собаки босса. Босс в восторге от того, как этот наряд смотрится на его питомца, и не может удержаться, чтобы не сфотографироваться со своей любимой собакой. Как раз в тот момент, когда босс собирается обсудить причину своего визита, появляются соседи. Одна из соседских дам обращает внимание на то, что собака босса, по-видимому, имеет недостаточный вес. Не колеблясь, Тацу начинает действовать и тут же на месте готовит для собаки здоровое блюдо. Собака с жадностью поглощает еду к всеобщему удовольствию. В конце концов, босс уходит, так и не передав сообщение о том, что кто-то из вышестоящих хочет вернуть Тацу в банду. Вместо этого, увидев новую жизнь и довольство Тацу, он просто замечает, что Тацу именно там, где ему и положено быть. Однажды утром, когда Тацу ходит по магазинам, Мику подбегает к нему в состоянии паники и срочно уводит его, чтобы он пришел что-то посмотреть. Он понимает, что она хочет, чтобы он стал свидетелем косплей-шоу по ее любимому аниме, которое проходит в торговом центре. Косплееры разыгрывают сцену драки. Ведущий объявляет, что им нужен ребенок-доброволец, чтобы присоединиться к героям на сцене и сразиться. В конце концов, они награждают ребенка фотографией с кумирами. Мику не может участвовать, потому что она взрослая. Однако, зная, как сильно этого хочет его жена, Тацу поднимает руку, и, к его удивлению, его выбирают. Ведущий, скорее всего, выбирает его из-за его устрашающей внешности. Когда Тацу выходит на сцену, зрители предвкушают, как он будет помогать героям. Однако, вместо того, чтобы вступить в бой, он спрашивает о том, кто инициировал драку, и спокойно говорит о том, что насилие не решит никаких проблем. Ко всеобщему изумлению, он расстилает на сцене скатерть с аккуратно расставленными чашками чая, а затем быстро разливает чай по чашкам. Затем Тацу приглашает обе команды сесть и выпить чашечку чая вместе, стремясь способствовать примирению. Хотя его метод и нетрадиционный, в конечном итоге он позволяет Мику осуществить свою мечту и встретиться со своими любимыми аниме-кумирами. Маса только что получил микроволновую печь и решил позвать Тацу, чтобы узнать, как правильно ею пользоваться. Тацу искренне поражен разнообразием функций нового прибора. Чтобы опробовать его, он решил испечь хлеб в микроволновой печи. Тацу с энтузиазмом собирает все необходимые ингредиенты и начинает готовить тесто. Ему это нужно изо всех сил. Когда он просит Масу принести немного полиэтиленовой пленки, чтобы тесто отдохнуло,
Маса случайно натыкается на проволоку, в результате чего микроволновая печь падает на пол, на землю. К сожалению, микроволновая печь повредилась при падении. Несмотря на это происшествие, Маса быстро извиняется перед Тацу, который заверяет его, что все в порядке. Тацу достает рисоварку, выбирает необходимые настройки и использует ее для выпечки хлеба. Через 1,5 часа хлеб, сделанный в форме медвежьей морды, уже пользуется успехом. Тацу украшает хлеб, и Маса, пораженный видом хлеба, не может дождаться и пытается откусить кусочек. Однако хлеб обжигающе горячий, из-за чего Маса бросает его прямо в лицо Тацу. Пока Тацу сушит одежду на улице, он внезапно замечает дым, идущий из дома его соседа Боба. Обеспокоенный тем, что может произойти пожар, Тацу спешит выяснить, в чем дело, но обнаруживает, что Боб на самом деле жарит мясо на гриле в помещении. Боб, передавая теплое приглашение, просит Тацу присоединиться к нему, и Тацу с радостью соглашается, готовый отведать вкусного мяса. Однако, когда они пытаются откусить первый кусочек, густой дым, заполняющий комнату, не дает возможности насладиться вкусом мяса. Они должны открыть дверцу, чтобы дым рассеялся, а затем использовать воду для тушения углей, очищая воздух и повреждая мясо. Тацу спрашивает, почему Боб готовит на гриле в помещении, и Боб объясняет, что он тоскует по дому и скучает по барбекю своего отца с их родины. Поэтому он хотел, чтобы воссоздать этот опыт. Катсу решает взять дело в свои руки и выводит Боба во двор, чтобы продолжить готовить мясо на гриле. Вместе они готовят барбекю, доводят мясо до совершенства и дают ему остыть. Однако их приключение с барбекю принимает неожиданный оборот, когда прибывает полиция и сообщает им, что готовить барбекю на открытом воздухе незаконно. Совершая бескорыстный поступок, чтобы Боб мог насладиться мясом, которого он так жаждал, Тацу мешает полицейским помешать приготовлению барбекю. Но несмотря на все его усилия, когда Боб наконец собирается съесть мясо, он не может заставить себя это сделать, потому что оно приготовлено с редкой стороны, напоминающей суши, а не традиционное барбекю. Мику получает от подруги по работе билет на посещение тематического парка на ферме и приглашает Тацу присоединиться к ней. Поначалу Тацу сопротивляется, потому что не верит, что парк подходит для их возраста, но в конце концов соглашается сопровождать ее. Они проводят день в парке, фотографируясь, посещая зоопарки для животных и исследуя различные забавные аттракционы. Когда Мику начинает испытывать чувство голода, Тацу упоминает, что еда в таких местах обычно дорогая, и рассказывает, что заранее приготовил ланч для них обоих. Мику игриво подразнивает его, намекая, что парк, похоже, интересует его больше, чем ее. Это приводит к беззаботному спору, но Тацу не требуется много времени, чтобы открыться и признать правду. Выросший в подземелье, он никогда не бывал в таком месте, как это, и он искренне благодарен Мику за предоставленную ему возможность. Несмотря на то, что пара запланировала еще несколько мероприятий, на вторую половину дня начинается дождь, который, похоже, не собирается прекращаться. Обескураженные, они возвращаются домой под дождем с подавленным настроением. Когда они возвращаются домой, все еще пребывая в мрачном настроении, они решают лечь спать. Несколько дней спустя пара отдыхает на пляже, а Тацу пробует свои силы в игре, разбивая арбузы. После того, как он успешно разбил арбуз и получил от этого удовольствие, внезапно откуда ни возьмись в Тацу летит случайный волейбольный мяч и бьет его по лицу. К его удивлению, это оказывается команда «Медведь», против которой он играл вместе с домохозяйками несколько дней назад. Босс «Медведя», вспомнив о предыдущем поражении Тацу, предлагает ему матч-реванш, предлагая сразиться в любой день, который он выберет. Когда Мику узнает об этом, она, не колеблясь, ругает Тацу, напоминая ему, что он мужчина, и призывая его немедленно провести матч-реванш. Она с энтузиазмом тащит его в медвежью команду и объявляет об их желании провести матч-реванш. Обе команды играют с большим энтузиазмом, причем Мику даже выкрикивает название приемов подачи, чтобы мотивировать себя и побудить Тацу сделать то же самое. По мере того, как игра набирает обороты, Мику вот-вот поразит мощный удар босса Медведя. Тацу знает, что его жена не сможет блокировать удар, поэтому он бросается вперед и прикрывает ее своим телом от летящего мяча. Мяч еще не коснулся земли, и Мику, полной решимости удержать его в игре, служит трамплином для Тацу, чтобы сделать решающий бросок. Но прежде чем он успевает упасть на землю, его жена подхватывает его на руки. Благодаря объединенной силе мужа и жены, они выходят победителями в поединке, ошеломив команду медведей. Тарадзиро пришел к осознанию того, что его бизнес по производству блинов не процветает. Поэтому он решил переключиться на приготовление чая с молоком из тапиоки, следуя тенденции, поскольку именно это покупают люди. Однако единственный человек в округе, который знает, как лучше всего приготовить тапиоку, это Тацу. Несмотря на свое первоначальное нежелание
разочарования, у Тарадзира нет другого выбора, кроме как набраться смелости и обратиться за помощью к Тацу. Тацу неохотно соглашается помочь Тарадзира и отводит его на встречу с уличным торговцем, который может подсказать, где взять необходимые ингредиенты для приготовления тапиоки. Разочарование Тарадзира растет, когда они оказываются в обычном магазине выпечки, и он хватает Тацу за рубашку. Думая, что Тацу подшучивает над ним, Тарадзира утверждает, что тапиока должна быть похожа на жемчужины, маленькие и круглые. Тацу настойчиво объясняет, что тапиоку готовят из теста с добавлением муки, воды и сахара, а затем формуют в маленькие шарики, похожие на жемчужины. Благодаря совместным усилиям этих двух бывших известных гангстеров, ставших шеф-поварами, они успешно готовят тапиоку. Они пробуют свое творение и поражаются тому, насколько оно вкусное. Они собираются открыть свой бизнес по производству чая с молоком из тапиоки, но нескольких потенциальных покупателей отпугивает их устрашающий внешний вид, из-за чего они уходят. К счастью, группа гангстеров в конце концов заходит к ним и покупает 6 чашек их чая с молоком из тапиоки. Тацу решает отвезти Масу в магазин стоимостью 100 иен, где продается бесчисленное множество полезных предметов домашнего обихода. Поначалу Маса, кажется, не проявляет интереса к магазину, но Тацу тут же отвешивает ему звонкую пощечину, чтобы подчеркнуть важность этих доступных инструментов и предметов. Чтобы проверить, справляется ли Маса со своей домашней работой или нет, Тацу начинает расспрашивать его о различных предметах домашнего обихода в магазине. Когда Тацу указывает на фильтр для стиральной машины, Маса уверенно заявляет, что это удобная сетка от насекомых. Однако, по мере того, как Тацу продолжает задавать вопросы о различных предметах, таких как устройство для нарезки яблок, ответы Масы становятся все менее точными. Он называет устройство для нарезки яблок ручкой чего-либо и допускает аналогичные ошибки в отношении других предметов. После этого раунда расспросов Маса вынужден признать, что в последнее время он не принимал активного участия в работе по дому. Тацу, проявляя понимание, уверяет Масу, что потребуется время, чтобы привыкнуть к этому, а затем вручает ему кучу вещей стоимостью 100 иен, чтобы он взял их домой. Намереваясь заняться домашними делами, для него это проще и управляемее. Однажды ночью, когда Мику спала, она услышала звуки, которые доносились из их комнаты. Ей стало любопытно, она встала с кровати и увидела, что Тацу напряженно над чем-то работает. Оказывается, Тацу пригласили в детский сад в качестве заместителя аниматора для детей. Он провел всю ночь, работая над самодельной версией истории о маме Таро, которую он написал сам. Тацу начинает рассказывать свою историю. Давным-давно жили-были босс и его жена. Как супружеская пара, они были довольно бедны, поэтому босс часто отправлялся в горы рубить дрова, чтобы заработать на жизнь. Однажды хозяйка принесла огромный персик, думая, что это еда. Но как только они открыли его, внутри появился ребенок. Они приняли его и назвали Момотаро, воспитывая как своего собственного. Продолжая рассказ, Тацу объясняет, как Момотаро быстро превращается в молодого человека. Из-за демонов на земле возникают проблемы. Момотаро решает отправиться на поиски, чтобы победить этих злобных существ. По пути он встречает собаку и еще одного компаньона, которые объединяются в трио, чтобы противостоять банде демонов. Они пересекают море, чтобы сразиться с демонами, и в конце концов выходят победителями. Главарь бандитов сдается и просит сохранить ему жизнь. Прежде чем Тацу успевает закончить рассказ, объяснив, что злой мастер совершает сэппуку, воспитатели в детском саду прерывают его. Они выбрали более веселую концовку истории ради маленьких зрителей. Тацу обнаруживает, что сидит и болтает с группой домохозяек в кафе. Он делится историями о своем прошлом и о многочисленных непосильных задачах, которые ему приходилось выполнять в бытность гангстером. Однако, когда он рассказывает о своей тяжелой работе, дамы за столом ошибочно полагают, что он имеет в виду Мику, которая командует им. Они думают, что она грозная и требовательная жена. Чтобы еще больше запутать ситуацию, когда Мику звонит и заказывает на ужин лапшу юдан, она дает Тацу конкретные инструкции о том, как она хочет ее приготовить. К сожалению, Тацу не включает громкую связь в телефоне. Когда он соглашается с ее инструкциями, он неосознанно использует фразы, которые гангстер мог бы использовать, когда говорит о том, чтобы покончить с кем-то. Это наводит дам на мысль, что у этой пары есть зловещее намерение причинить кому-то вред. Прежде чем уйти, дамы все еще хотят спросить Тацу, что произошло. Но он продолжает говорить неопределенно, объясняя, что Мику нужно, чтобы он что-то растер, и ему нужно быстро с этим справиться. Обеспокоенные дамы заверяют Тацу, что если он когда-нибудь столкнется с трудностями, он должен без колебаний обратиться к ним за помощью. Тацу выходит купить замороженного мяса со скидкой, когда неожиданно встречает Года из банды Хикара, человека, которого он ранее преследовал. Сначала он думает, что Года может захотеть отомстить. К его удивлению, Года достает микрофон и превращается в профессионального рэпера. Он использует рэп, чтобы поделиться своей историей несчастья после того, как его обидел Тацу. Без колебаний Тацу охотно берет микрофон и начинает читать рэп, подражая навыкам Годы. Однако Тацу с юмором рассказывает о своей домашней работе, и они продолжают читать рэп еще некоторое время. Все больше людей собирается посмотреть на их импровизированную рэп-битву. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда Тацу критикует рубашку Года за то, что она уродливая, из-за чего Года чувствует себя подавленным. Тацу, осознав, что зашел слишком далеко, шокирует
блокирует всех, предлагая искренние извинения. Затем он предлагает им начать все сначала, на этот раз используя мясо в качестве темы своего рэпа. Мясник, работающий неподалеку, увидев толпу, приходит разобраться. Тацу в своем рэпе о мяснике переходит дорогу льву, что приводит к тому, что мясник в знак протеста дает ему пощечину. Года, все еще чувствуя себя подавленным, не может найти слов для продолжения и опускается на колени, признавая свое поражение. Наконец, мясник берет микрофон и начинает петь свою собственную песню о мясе, что неожиданно завершает их рэп-баттл. Мику собирается в командировку, и Тацу начинает спрашивать ее, собрала ли она все необходимое. Мику заверяет его, что с ней все будет в порядке, и напоминает ему, чтобы он не беспокоился в течение дня. Приняв ее совет близко к сердцу, Тацу решает сделать перерыв в своей обычной строгой уборке. Вместо того, чтобы стирать одеяло, как он делает каждый день, он использует ароматизированный спрей, чтобы освежить его. На этот раз он не снимает одежду с вешалки, а аккуратно складывает ее перед тем, как повесить в шкаф. Он предпочитает простой обед, чашку лапши быстрого приготовления, а не домашнюю еду. Пока он ест лапшу, Маса наносит ему визит. Узнав, что Тацу находится в мини-отпуске от своих домашних забот, Маса решает показать ему, что значит настоящий отдых. Он заставляет Тацу присоединиться к нему и поиграть в видеоигры. Позже он даже приглашает их соседа Боба поиграть в пенни-банку. Однако Тацу, не привыкший к необычному безделью, выражает желание пойти домой и заняться чем-нибудь по дому, но Маса настаивает, чтобы он остался на месте и расслабился. Собственная лень Масы берет над ним верх, и он засыпает почти мгновенно. С другой стороны, Тацу просто не может усидеть на месте. Его трудолюбивая натура заставляет его хотеть убираться. Маса просыпается как раз вовремя, чтобы остановить его. Маса обещает не позволять Тацу работать, пугая трудолюбивого домашнего мужа. Приближается конкурс костюмов на Хэллоуин по соседству, и Мику хочет, чтобы они приняли в нем участие. Когда Тацу услышал, что приз за второе место – годовой запас риса, он с энтузиазмом согласился присоединиться. Готовясь к конкурсу, они понимают, что другие члены банды, в том числе Беспорядок, Тори и Теридзира, также охотятся за желанным призом в виде годового запаса риса. Райс, в то время как Мику положила глаз на поездку на горячие источники для победителя, занявшего первое место. В преддверии празднования Хэллоуина семья Тори начинает увлекательную игру с вычислением скорости, в которой старшая сестра Тори молниеносно печатает на машинке. Однако ее скорость настолько поразительна, что кажется, сезон мандаринов закончится раньше, чем она закончит. Далее Теридзира одевается как жертва многочисленных ножевых ранений, но его ужасный внешний вид приводит к тому, что его быстро удаляют со сцены. Маса опаздывает, из-за чего его пропускают, и они переходят к четвертому участнику, паре Тацу, одетых как тыквы. Они пекут печенье в форме тыквы прямо на сцене во время выступления, даже подкупая этим печеньем 3 судей. Но победа ускользает от них. В конечном счете, 9-я участница, милая маленькая девочка, одетая как летучая мышь, забирает домой приз. И ни один из членов банды не выигрывает желанный приз. Приз за второе место. Пара Тацу решает насладиться шведским столом, и Тацу полон решимости максимально использовать свои деньги. Тацу тщательно рассчитывает, как удовлетворить свой желудок, не переедая. Он продумывает, с каких блюд начать, чтобы не наесться слишком быстро. Однако, как только он подходит к буфету и видит огромное количество вкусных блюд, он отказывается от своих растений. В итоге он заваливает едой весь стол, смакуя каждое лакомство, несмотря на то, что уже чувствует себя сытым. Аппетит Тацу кажется ненасытным, и он не может устоять перед искушением отведать десерт. Неожиданно, когда Тацу стоит у прилавка с десертами, он сталкивается с Теридзира. Двое мужчин вступают в игривую перепалку из-за того, кому достанется кусочек с десертной тарелки. К сожалению, любящие десерты тетушки за буфетом забирают все и не оставляют им ни кусочка, чтобы они могли насладиться. Когда они возвращаются к обеденному столу, Мику показывает тарелку с десертом, которую она взяла ранее, и приглашает Тацу разделить его с ней, вызывая слезы благодарности у Тацу. Его глаза. Родители Мику пришли навестить ее. Они привезли с собой кое-какие продукты, и ее отец спросил Тацу, могут ли они приготовить что-нибудь горячее. Тацу соглашается, но когда он собирается отправиться на кухню, чтобы приготовить это, его тесть настаивает, что ему нужно отдохнуть, и вызвался помочь ему. Сам готовил еду. Однако оказывается, что тесть Тацу довольно неуклюж на кухне. В своей попытке обработать ингредиенты, тесть Тацу в конечном итоге рубит овощи вместе с разделочной доской и создает настоящий беспорядок, напоминающий стиль приготовления пищи Мику. Его попытки вымыть овощи приводят только к тому, что вода разбрызгивается повсюду, заставляя Тацу все больше беспокоиться о состоянии овощей. Из кухни. Тацу пытается убедить своего тестя позволить ему взять все на себя, но, к его удивлению, на кухню заходит Мику, закатывает рукава и говорит: Мику, 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 Мику присоединяется к своему отцу в приготовлении пищи. Эта двойная неприятность на кухне только усугубляет хаос. Они оба лепят из мяса большие шарики и даже подумывают о том, чтобы бросить их прямо в горячую кастрюлю, к большому разочарованию Тацу. Он в ужасе наблюдает за происходящим, но успевает
успевает вмешаться как раз вовремя, чтобы предотвратить это. Как раз в тот момент, когда кажется, что они собираются добавить в кастрюлю еще больше ненужных ингредиентов, мама Мику вбегает на кухню и приходит на помощь. Ее вмешательство спасает и кастрюлю, и кухню от дальнейших неприятностей. Тацу не может не восхищаться своей свекровью, признавая, что она является воплощением истинной домохозяйки, которая знает, как справиться с хаосом на кухне. Однажды, когда Тацу возвращался домой с рынка, он внезапно почувствовал, как на него накатывает волна головокружения. Осознав, что у него, возможно, начинается лихорадка, он быстро возвращается домой и готовит отвар из воды, лимона и меда, чтобы укрепить свой иммунитет. Система. По его мнению, это похоже на битву со случайными вирусами, вторгающимися в его организм, и он полон решимости выйти из нее победоносной. Чтобы еще больше ускорить свое выздоровление, Тацу также использует увлажнитель воздуха и отпариватель для лица. Однако его попытки самолечения принимают неожиданный оборот. Он выпивает чашку воды, смешанной с лекарством от простуды, в надежде облегчить свои симптомы, а затем ложится спать, пытаясь восстановить силы. К сожалению, вместо улучшения его температура подскакивает с 37 до 39 градусов по Цельсию. Он слабеет и в конце концов падает в обморок на пол. Когда он приходит в сознание, то обнаруживает, что его жена прикладывает холодное полотенце к его лбу. Тацу пытается преуменьшить значение своей болезни, но его жена твердо настаивает на том, что ему нужно отдохнуть. Несмотря на ее нежную, но твердую настойчивость, у Тацу нет другого выбора, кроме как лежать неподвижно и позволить себе восстановиться. Тем временем Мику готовит специальный овощной и фруктовый сироп и с силой вливает его в рот Тацу. Поначалу Тацу боялся, что эта смесь приведет его к смерти, но, к его удивлению, на следующее утро его состояние улучшилось. Однако сейчас у него небольшая боль в животе. Вот и наступил Новый год, и вокруг царит атмосфера радостного возбуждения. Несмотря на свои финансовые трудности, Маса с нетерпением направляется в дом Тацу, надеясь раздобыть немного денег для себя. Войдя внутрь, он застает пару, поглощенной традиционной практикой каллиграфии. Почувствовав желание намекнуть, Маса решает написать «нет» деньгам на своем собственном произведении каллиграфии. У него явное намерение намекнуть на получение каких-то счастливых денег на Новый год. Однако Тацу, похоже, не понял намека. Несмотря на это, у Мосса громко заурчало в животе, и он воспользовался возможностью упомянуть, что у него нет денег и он не может позволить себе купить еду. В ответ Тацу решает пригласить его испечь пирожные мочаи, которыми они позже наслаждаются вместе. После этого они вдвоем весело проводят время, играя в бадминтон и пытаясь запустить воздушного змея. На протяжении всей их деятельности Маса намекает на свое финансовое положение. Но, похоже, Тацу либо не замечает этого, либо никак не реагирует. В конце концов, Маса отказывается от своих тонких намеков, когда Тацу щедро дарит Рёте немного денег на Новый год. Маса, Тацу и Мику решают пойти в бар и хорошенько выпить. Они начинают с того, что пробуют сладкое рисовое вино, но на этом не останавливаются. Вместо этого они продолжают наслаждаться еще большим количеством напитков. По мере того, как ночь подходит к концу, действие алкоголя становится очевидным. Мику, которая безудержно смеялась с тех пор, как начала пить, не может остановиться. Тацу, с другой стороны, достиг состояния опьянения, когда он спит с открытыми глазами, не вставая. Тем временем Торидзира, который случайно оказался в том же баре, начинает плакать по малейшему поводу. Маса должен взять ситуацию под контроль. Он управляет их выходками до тех пор, пока каждый из них в конце концов не теряет сознание от истощения или в некоторых случаях от рвоты из-за чрезмерного употребления алкоголя. На следующее утро Тацу и Мику почувствовали облегчение после того, как выпили по миске супа от похмелья, чтобы облегчить их дискомфорт после предыдущей ночи. Тацу участвует в своем кулинарном мастер-классе, когда, к его удивлению, на занятии присутствует еще один человек по имени Хьярна, который также изо всех сил старается приготовить шоколадный торт. Однако подход Хьярна к выпечке довольно агрессивный, и он создает настоящий бардак. Тацу не в восторге от сложившейся ситуации, но он хочет предложить свою помощь. Когда Тацу предлагает помочь Хьярна, тот сначала отказывается. Однако ситуация меняется к худшему, когда агрессивное обращение Хьярна с тестом для торта приводит к тому, что оно опрокидывается. Видя беспорядок и чувствуя разочарование Хьярна, Тацу решает завязать разговор. Тацу спрашивает Хьярна о причине его желания испечь, и Хьярна говорит, что хочет испечь шоколадный торт для кого-то особенного в этот день Святого Валентина. Тацу со свойственной ему мудростью объясняет, что приготовление с любовью от всего сердца – это секрет отличного кулинарного мастерства. Затем он решает протянуть руку помощи Хьярна в приготовлении торта, а также закончить свой собственный торт для Мику. Оказывается, что на самом деле Хьярна испек торт для своего босса Кунами, а не для красивой девушки. Хотя Спайк Кунами не показывает этого открыто, он действительно рад получить торт.
У Мику есть подруга по имени Юрика, она домохозяйка, но ей трудно разумно распоряжаться своими расходами. Мику рекомендует своего мужа Тацу как человека, который может помочь с финансовыми вопросами, поэтому Тацу принимает участие в оказании помощи Юрика в ее финансовом положении. Первый, Тацу просит Юрика оценить ее физическое состояние, потому что им нужно будет использовать свое тело для экономии денег. Юрика колеблется, опасаясь, что ее могут втянуть во что-то неподобающее, но оказывается, что Тацу просто хочет, чтобы она воспользовалась своим велосипедом, чтобы воспользоваться более дешевыми предложениями в магазине. Супермаркет. Далее Тацу учит Юрика, как экономить воду в ее доме, начиная с мытья посуды и заканчивая правильным спуском воды в туалете. Он дает подробные инструкции, не оставляя без внимания ни один аспект. Когда речь заходит о сокращении расходов, Урика неправильно понимает, думая, что он хочет сократить что-то физически. Но на самом деле речь идет о сокращении избыточных расходов как на проживание, так и на постоянные расходы. Тацу постоянно просматривает свой календарь. Изучая их финансовую историю, Юрика замечает, что ее муж снял значительную сумму денег, и ей интересно, как они были использованы. Когда ее муж возвращается, Юрика сразу же расспрашивает его о деньгах. Ее муж объясняет, что снял их, чтобы купить подарок к предстоящей годовщине их свадьбы. Юрика в восторге от браслета, который он ей дарит, и пара празднует этот день и рассказывает о своем особом дне. Мику и Тацу уходят, чтобы дать им немного побыть наедине. Мику с нетерпением ждет выхода специального DVD с ее любимым аниме на следующий день. Из-за работы она не может сама пойти в магазин и прочитать нужное предложение. Она убеждает Тацу пойти вместо нее и тщательно заучивает реплики. По пути в магазин Тацу сталкивается с несколькими отвлекающими факторами, например, с неотразимой распродажей капусты в овощном магазине. Из-за этих помех трудно запомнить слова. Придя в магазин, Тацу полностью забыл слова. Однако он храбро пробует разные фразы, которые случайно звучат как угрозы в адрес продавщицы. К счастью, приходит другой покупатель и произносит правильную фразу, освежая память Тацу. После того, как DVD был сохранен, этот покупатель упоминает о возможности получить специальную карточку, произнеся другую фразу в другом магазине игрушек. Заинтригованный, Тацу присоединяется к нему в этом поиске. К сожалению, они прибыли слишком поздно, и специальные карточки были распроданы, оставив другого парня разочарованным. Друг Тацу занят на работе и просит Тацу помочь ему позаботиться о его собаке Кацу. И Тацу и Мику влюбляются в этого очаровательного пса. Тацу выводит Коцу на прогулку, но Коцу внезапно отказывается двигаться. Тацу находит это настолько милым, что не может удержаться от того, чтобы сделать несколько снимков Коцу и отправить их своему боссу. Когда босс Тацу видит фотографии, он настолько очарован миловидностью Коцу, что ему хочется немедленно броситься к Тацу. Однако, пока Тацу гуляет с Коцу, он встречает Кунеми, который также выгуливает свою собаку. Поначалу двое мужчин смотрят друг на друга с намерением убить, создавая пугающую ауру. Но оказывается, что у них обоих просто сильное желание погладить собак друг друга, потому что они большие и теплые, что делает их неотразимыми. Хунами вызывает свою машину, и Тацу и Кацу садятся в нее вместе со своими собаками. Хунами упоминает, что он везет собак в очень интересное место, которое, как оказалось, является собачьим парком. В собачьем парке и собаки, и их хозяева радостно бегают, наслаждаясь проведенным днем вместе. Владелец кафе обратился к Тацу за советом, как обновить меню кафе и привлечь больше клиентов. Тацу сразу же повел его за вдохновением в близлежащее популярное кафе, где они попробовали различные десерты и блюда, рассчитанные на женщин и детей. К удивлению, они оба нашли еду восхитительной, что побудило их временно отказаться от сладостей. Когда они вернулись, Тацу приготовил особый сэндвич с курицей, чтобы хозяин мог его попробовать. Всего один кусочек сэндвича переносит владельца в его юность, пробуждая воспоминания о прошлых отношениях. Однако оса прерывает ностальгию, появляясь в памяти. Кацу быстро предлагает ему чай, который обжигает рот владельца, вызывая еще одно воспоминание о том, как владелец обжегся сигаретным пеплом во время поездки в Индию. Владелец, уставший и потрясенный, решает удалиться на ночь, поблагодарив Тацу за его усилия. Тацу вознаграждает себя бутербродом. Это пробуждает его собственные воспоминания, включая запах пороха, пулевые отверстия и воспоминания о том, как Мику нашла его раненым в переулке с осой на плече. Присутствие осы означает, что у сэндвича остается неприятный привкус. Маса обедал с Тацу, когда внезапно почувствовал зубную боль. Тацу предположил, что у него может быть кариес, но Маса быстро придумал историю о драке с 50 головорезами накануне, в которую Тацу не поверил ни на йоту. После обеда Тацу предупредил Масу, что игнорирование зубной боли может привести к усугублению кариеса. Маса пытается
сделать вид, что ничего серьезного в этом нет, и признается, что обычно чистит зубы раз в день. Тацу, однако, подчеркивает важность тщательной чистки зубов 3 раза в день после еды для поддержания хорошей гигиены полости рта. Он объясняет, что пренебрежение уходом за зубами может привести к потере зубов и десен, что, возможно, потребует протезирования на всю оставшуюся жизнь. Масса, наконец, признается, что у него болит зуб, но он боится идти к стоматологу из-за травмирующего опыта детства. Он вспоминает, как его мать обещала сводить его купить что-нибудь перекусить, но вместо этого отвела его прямо к стоматологу. Шок от этого события преследовал его до сих пор, и он до сих пор не может решиться пойти к стоматологу. Несмотря на нежелание Масы, Тацу не принимает отказа. Он избивает Масу, а затем тащит его к дантисту, где наконец решаются проблемы с зубами Масы. По иронии судьбы, у самого Тацу, возможно, тоже начинают болеть зубы. Однажды вечером Тацу и Мику решают вместе посмотреть фильм ужасов. В то время как Мику продолжает пугаться, Тацу ведет себя совершенно спокойно, как будто фильм не оказывает на него никакого воздействия. Однако, как только они ложатся спать, Тацу не может избавиться от образов из фильма ужасов, которые постоянно прокручиваются у него в голове, и он не может заснуть. У него мучительное чувство, что кто-то наблюдает за ним, из-за чего ему еще труднее заснуть. Чтобы отвлечься, Тацу пытается мысленно поиграть в игру с числами, считая воображаемых гангстеров, стоящих вокруг него. Однако его живое воображение приводит к тому, что воображаемые гангстеры ввязываются в драку. Он пытается прислушаться к звукам сна, но его разум постоянно возвращается к мыслям о гангстерах. Отчаявшись хоть немного поспать, Тацу встает и наливает себе стакан теплого молока, распространенного средства для пробуждения сна. Однако, похоже, это не очень помогает. В итоге он также готовит еду из ингредиентов, известных своими снотворными свойствами, но уже слишком поздно съесть такой сытный ужин. В конце концов, Тацу возвращается в постель, надеясь заснуть. Как раз в тот момент, когда он собирается задремать, его пугает громкий звук. Оказывается, шум исходит от их кошки, которая пользуется ящиком для мусора. Лидер группы по проживанию поручил Тацу собирать членские взносы. Чтобы помочь ему с этой миссией, он заручился поддержкой Мосса. Однако из-за устрашающей внешности и ауры Тацу, когда они ходят от дома к дому, чтобы собрать взносы, жители приходят в ужас, думая, что они стали мишенью мафии. Из-за этого первоначального страха все жители не осмеливаются отказаться от уплаты взносов, поэтому они собирают все деньги. Но Маса не может избавиться от ощущения, что эта работа совершенно неподходящая для человека с таким пугающим поведением, как у Тацу. Последний дом, который им предстоит посетить, это высокое здание, которое выглядит довольно богатым. Маса предупреждает Тацу, чтобы он не заходил в это здание, так как оно выглядит как опасное место. Когда они входят в офис босса банды, поначалу кажется, что он готов напасть на Тацу из-за его неожиданного присутствия. Однако, услышав, что взносы, которые собирает Тацу, используются на благо района, босс решает подчиниться и платит взносы, избегая любой конфронтации. Мику купила гору хлеба в надежде собрать выигрышные билеты, чтобы получить тарелки с лицами своего любимого кумира. Однако такое огромное количество хлеба создает проблемы с хранением, так как для него нет места. Несмотря на опасения Тацу по поводу излишков хлеба, Мику полна решимости съесть все до конца, чтобы получить выигрышный билет. Ее первоначальный энтузиазм заставляет ее начать есть хлеб, но она быстро понимает, что задача оказывается более сложной, чем она ожидала. Даже несмотря на то, что Тацу и Маса предлагают свою помощь, им всем трудно съесть такое большое количество хлеба. Их желудки быстро наполняются, и они больше не могут есть. В попытке облегчить задачу, Тацу решает проявить творческий подход и приготовить хлеб с другими продуктами, такими как фрукты и сыр, чтобы было легче наслаждаться. Однако, несмотря на все их усилия, им удалось сделать лишь небольшую вмятину в горе хлеба, и в конце концов им пришлось отказаться от этого начинания. Босс банды Тории, которая питает сильную страсть к милым кошечкам, решает замаскироваться, используя только пару солнцезащитных очков, и сходите в кошачье кафе и поиграйте с кошками. Она надеется, что когда она приедет, ее никто не узнает. Однако она встречает Тацу, который работает в кафе неполный рабочий день. Несмотря на неожиданную встречу, начальница не может сдержать своего волнения и начинает играть с очаровательными кошечками. Она совершенно очарована этими милыми кошечками, и ее привязанность к ним очевидна. Она даже целует одну из них, но Тацу пытается ее отговорить. Продолжая общаться с кошками, она замечает, что одна из них одиноко сидит на полке. Тацу объясняет, что это бродячая кошка, которая неохотно подходит к людям. Однако у нее сильная привязанность к натуральной зеленой траве лисохвост. Не смущаясь, хозяин берет листья лисохвоста на прокат, чтобы поиграть с кошкой. Со временем у нее возникает особая связь с этим конкретным котом. Она чувствует, что он чем-то напоминает ее покойного мужа. В конце концов, она решает забрать кота к себе домой, несмотря на попытки Тацу объяснить, что кот принадлежит кафе. Когда шторм нарушает планы Тацу и его жены на пикник, разочарование Тацу берет верх.
Он решает противостоять шторму лицом к лицу, выражая свое возмущение дерзостью погоды, которая испортила им день. Они укрепляют свой дом, чтобы защититься от сильного ветра и дождя. Однако Тацу вскоре понимает, что человеческая сила не сравнится с мощью шторма. На него упала черепица, что привело к кровоточащей травме головы. Запаниковав, Мику быстро затаскивает его в дом, чтобы обработать раны. Тем временем Маса, похоже, отправляется за крокетами, несмотря на сильный ветер. Он звонит Тацу, чтобы сообщить, что купил немного и для него. Однако ветер такой сильный, что вырывает телефон из рук Масы, в результате чего звонок прерывается. Тацу начинает беспокоиться о безопасности Масы и выбегает на улицу, чтобы проверить, как он там. К счастью, Маса цел и невредим, и Тацу замечает, как он приближается с крокетами в руках. К сожалению, из-за сильного ветра крокеты летят прямо в лицо гангстеру. Чтобы предотвратить возможную ссору, Тацу быстро готовит вкусный сэндвич и запихивает его Масе в рот, которым гангстер с удовольствием наслаждается. Это помогает разрядить напряженность и сохранить мирную обстановку. Тацу, Мику и Маса отправляются в поход в лес. Тацу со свойственным ему решительным и агрессивным подходом умело устанавливает палатку и колет дрова для костра. Кажется, что его миссия состоит в том, чтобы сделать все идеально подходящим для их походов. Мику и Маса решили отправиться на рыбалку. К счастью, им удалось поймать немного рыбы на ужин. Их план состоит в том, чтобы приготовить рыбу на гриле вместе с овощами и фруктами к рису. Однако происходит неприятность, когда неуклюжий Маса случайно роняет горшок с рисом на землю. Тацу, полной решимости спасти их ужин, приказывает Масе подойти к другим отдыхающим и спросить, есть ли у них лишний рис. В конце концов, Маса встречает Тарадзиро, который тоже разбивает лагерь неподалеку и просит у него немного риса. Чтобы отплатить Тарадзиро за рис, Тацу предлагает ему пакетик зефира в качестве компенсации. Тарадзиро решает проявить творческий подход и готовит вкусный сэндвич на гриле с начинкой из зефира и бананов, который, как оказалось, пользуется успехом у Масы и Мику. Тацу не из тех, кого можно превзойти. Он демонстрирует свои кулинарные способности, используя все имеющиеся под рукой ингредиенты для приготовления горячего блюда. Однако несоленая рыба, приготовленная на гриле, в конечном итоге портит все блюдо. Позже, во время обеда, соседская председательница разговаривает с Тацу и объясняет, что она является членом влиятельной женской ассоциации в этом районе, известной как 8 драконов. Эта ассоциация специализируется на организации частных мероприятий. Они стремятся расширить свое членство и хотят пригласить мужчин присоединиться к группе и внести свой вклад в ее развитие. После оценки кандидатов они пришли к выводу, что Тацу, домашний муж, является наиболее подходящим кандидатом на эту должность. Тацу проводит в зал заседаний Совета ассоциации, где он знакомится с 8 дамами, каждая из которых отвечает за выполнение определенных обязанностей в группе. Президент ассоциации решает проверить пригодность Тацу, попросив его быстро приготовить чайник чая, чтобы все могли им насладиться. Тацу немедленно заваривает чай, разливает его по чашкам и подает дамам. Несмотря на то, что ему не хватает утонченности и элегантности, чай считается удовлетворительным. Однако одна из драконец, дама, отвечающая за оформление цветов, не уверена в пригодности Тацу и не одобряет его вступление в ассоциацию. Она считает, что ему не хватает элегантности, необходимой для группы. В попытке доказать свою искренность и обеспечить себе место в ассоциации, Тацу опускается перед ними на колени и выражает свое сильное желание стать частью группы. Девушка, занимающаяся оформлением букетов, тронутая его искренностью и решимостью, соглашается дать Тацу шанс. Она ставит условием, чтобы он посещал ее занятия по составлению букетов 3 дня в неделю. Тацу без колебаний принимает условия и усердно начинает изучать искусство составления букетов. После некоторого погружения в мир цветов, Тацу чувствует уверенность в своих силах. Он решает пройти тест еще раз, чтобы продемонстрировать свою утонченность и элегантность. На этот раз он элегантно обслуживает дам ассоциации, демонстрируя навыки, которые он приобрел благодаря своей преданности флористике. Признавая его рост, ассоциация наконец позволяет Тацу вступить в их ряды. Тацу смотрит любимое аниме Мику Поликар вместе с ней, когда она рассказывает ему о ребенке своей подруги, который также является поклонником сериала, но не может наслаждаться им из-за болезни. Мику хочет найти способ подбодрить девочку и обращается за помощью к Тацу. Чтобы скрасить день девочки, Тацу наряжается злодеем из аниме, и эта роль ему легко удается благодаря его внушительной внешности. Однако, когда девочка видит его в злодейском наряде, она разражается слезами, явно напуганная. Быстро соображая, Тацу решает сменить тактику. Он делает симпатичную фруктовую тарелку из принесенных фруктов и дает ее матери подушку, чтобы ей было удобнее. Чтобы придать комнате немного уюта, он аккуратно расставляет цветы. В рамках их плана сделать девочку счастливой, Мику
Мику притворяется героем, в то время как Тацу играет роль злодея. Они разыгрывают реалистичную драку в комнате, поощряя девочку подбадривать их и поддерживать героя. Однако это представление, хотя и с благими намерениями, в конечном итоге приводит к срыву и страданиям. Дежурная медсестра вынуждена вмешаться и попросить их покинуть больницу, чтобы попытаться сделать девочку счастливой и нарушить покой больницы. В один прекрасный день тесть Тацу решает отвезти его в клуб хайку, чтобы немного пообщаться. В клубе его тесть вызвался первым прочитать свое стихотворение, и оно было хорошо воспринято членами клуба. Заинтригованный атмосферой, Тацу решает попробовать и тут же сочиняет несколько стихов. Однако его стихи получаются довольно жестокими и далекими от созерцательной природы традиционных хайку. Затем группа отправляется исследовать различные места, включая мост и романтический бамбуковый лес, где Тацу продолжает декламировать свои необычные и неуместные стихи. Его свекру приходится вмешаться, чтобы остановить его. Во время своего исследования они натыкаются на команду медведя, которая также читает хакус. Удивительно, но босс медведя вызывает группу Тацу на дуэль хайку. Вместо того, чтобы позволить Тацу самому разобраться с этим, его тесть вступается за их команду. Начинается дуэль хайку, и обе стороны начинают декламировать стихи, вдохновленные окружающим миром, включая стрекоз и влюбленную пару. Тацу и медведи-мужчины с энтузиазмом болеют за свои команды, хотя в стихах нет особого смысла. В конце концов, обе команды создают впечатляющее стихотворение, темой которого является кошка. Однажды, закончив гладить одежду, Тацу внезапно почувствовал сильную боль в спине, как будто она раскололась пополам. Ему было трудно даже ходить, и он лежал лицом вниз на полу в агонии. Когда Мику увидела его в таком состоянии, она предположила, что он, возможно, вывихнул спину. Однако Тацу с его драматической вспышкой настаивает на том, что он был убит снайпером. Несмотря на боль, Тацу упрямо пытается притвориться, что с ним все в порядке, и продолжает заниматься домашними делами. Однако боль настолько сильная, что он не может даже нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы готовить. Заботясь о его благополучии, Мику предлагает взять на себя обязанности повара. В конце концов, Тацу решает заказать доставку еды, чтобы избежать риска, что Мику разрушит кухню. Однако в конце концов он понимает, что боль в спине невыносима, поэтому Мику помогает ему обратиться за медицинской помощью, что напоминает ему о одном дне, когда он встретил Мику. Его врач прописал ему пластыри, чтобы облегчить боль. Тацу предупреждает Мику о слухах об извращенце, который бродит по улицам по ночам, поэтому она просит его научить ее некоторым приемам самообороны, чтобы оставаться в безопасности. И Тацу соглашается. Однажды вечером, когда Мику спешила домой с работы, ей вдруг показалось, что кто-то следует за ней по пятам. Опасаясь худшего, она развернулась и быстро ударила человека, который следовал за ней. Затем она схватила его за волосы и нанесла сильный удар в живот. К ее удивлению, человек, на которого она напала, на самом деле Маса, который пытался заговорить с ней, потому что увидел ее на улице. Мику сначала не верит, что это Маса, утверждая, что лицо настоящего Масы не выглядит опухшим, и продолжает избивать беднягу. Парень. В последнее время у блинного фургона Тарадзиро возникли проблемы с продажами, и причина в том, что рядом с его фургоном припаркован грузовик с пончиками. Что удивляет Тарадзиро еще больше, так это то, что владельцем грузовика с пончиками оказалась его младшая сестра Кахару. Кахару мстит Тарадзиро, потому что он сбежал из дома, чтобы работать якудза. В отместку она решает начать продавать пончики, чтобы составить конкуренцию его блинному бизнесу. Кахару даже заключила франшизу с крупной компанией, что позволяет ей обслуживать своих клиентов быстро и эффективно. Тарадзиро разочарован конкуренцией и чувствует себя побежденным. Однако Тацу случайно проходит мимо и говорит Тарадзиро несколько ободряющих слов, призывая его оставаться сильным. Тацу решает купить один из пончиков Кахару, чтобы узнать, из-за чего весь сыр-бор, но он находит его довольно пресным и не впечатляющим. Кахару не согласен с его оценкой, но Тацу полон решимости доказать свою точку зрения. Используя тележку для выпечки Тарадзиро, Тацу делает свежий пончик с нуля. Сначала Кахару критикует простой внешний вид пончика Тацу, но когда она пробует его, ее переполняет восторг. Тацу объясняет, что его пончик получается вкуснее благодаря любви и заботе, которые он вкладывает в его приготовление, чего не хватает в ее пончиках массового производства. Осознав правду в словах Тацу, Кахару извиняется перед Тарадзиро, признавая, что она открыла свой собственный бизнес, потому что хотела, чтобы ее брат признал ее заслуги. В холодный день, когда окрестности покрыты свежевыпавшим снегом, Мику вне себя от радости при виде снега. Однако у Тацу есть другая забота. Он беспокоится, что несколько капель снега и росы на оконном стекле могут привести к образованию плесени. Поэтому он сразу же использует стеклоочиститель, чтобы убрать их. Когда Мику уходит на работу, Тацу отправляется за продуктами. Прогуливаясь по заснеженной улице, он случайно сталкивается с группой кунами. Они заняты сложной задачей, разгребают снег лопатами. Когда
Когда Кунами замечает, что Тацу наблюдает за ними, он подходит к нему, но, к сожалению, поскальзывается и падает на скользкой земле. У Тацу, который всегда наготове, есть предмет, который может улучшить сцепление обуви в условиях гололеда, и он предлагает его Кунами. Этот заботливый жест помогает Кунами встать на ноги. Тацу также замечает усилия группы по расчистке снега и предлагает им дополнительное оборудование, чтобы сделать их работу проще и эффективнее. С новым оборудованием группа Кунами может расчищать снег быстрее, и Тацу оставляет их продолжать свою работу. Тацу, Мику и Маса только что закончили готовить попкорн для домашнего просмотра. В воздухе витает волнение, когда они готовятся к просмотру фильма. Но они быстро понимают, что у них разные представления о том, что смотреть. Мику очень хочет насладиться своим любимым аниме-сериалом. Тацу, с другой стороны, предпочитает сериал «Кусочек жизни» под названием «Тяжело быть парнем». Между тем, у Масы есть свой собственный уникальный вкус. Он фанат фильмов, в которых темы якудзы сочетаются с чудовищными существами. После часа обсуждения они наконец пришли к компромиссу и остановились на просмотре «Королевы львов». Однако их трудности еще далеки от завершения, когда Тацу настаивает на просмотре версии с субтитрами, а Мику на дублированной версии. Это разногласие приводит к очередному раунду споров, еще больше продлевая день просмотра фильмов. Мику оказывается в затруднительном положении, когда коллега просит ее позаботиться о ее хомячке. В их доме живут гангстер и беспокойный кот, что делает обстановку неподходящей для маленького питомца. Тацу решает найти для него временного опекуна. Его первый вариант – попросить Масу присмотреть за хомячком. Маса питает слабость к этому маленькому существу, но он испытывает финансовые трудности и не может позволить себе купить еду для себя, не говоря уже о домашнем животном. Тогда Тацу относит хомячка своему боссу, надеясь, что тот, возможно, согласится позаботиться о нем. Однако у его босса есть собака, которая должна одобрять любые новые поступления в дом. К сожалению, хомячок укусил собаку за нос, что вызвало настоящий испуг. В результате хозяин решил не держать хомячка у себя, так как не хочет, чтобы его любимая собака пострадала. У Тацу почти не осталось выбора, и он оказался на обочине дороги, не зная, куда дальше отвезти хомячка. Двое полицейских, проходивших мимо, заметили его странное поведение и остановились, чтобы поинтересоваться, что он делает. Тацу, полной решимости защитить милое маленькое животное, отказывается отдать его, опасаясь, что его могут отобрать. Однако у полицейского возникают подозрения, что Тацу скрывает что-то противозаконное. Они настаивают на том, чтобы посмотреть, что у него в руках, и Тацу неохотно показывает хомячка. К их удивлению, они находят хомячка невероятно милым, и Тацу объясняет ситуацию. Почувствовав сочувствие, полицейские соглашаются временно приютить крошечное существо. У Тацу происходит неожиданная встреча с Тарадзиро, который охотно рассказывает, что нашел уникальный продукт. Тарадзиро приглашает Тацу на встречу в выходные, чтобы попробовать этот интригующий продукт. Оказалось, что это палатка, выполненная в виде сауны. Тарадзиро, всегда стремящийся к успеху, наливает ароматическую воду на горячие камни внутри сауны, создавая невероятно насыщенную паром атмосферу. Тацу и Тарадзиро решают посмотреть, кто больше вспотеет, и с энтузиазмом обмахивают сауну веером, чтобы усилить жар. Они переусердствовали, и в сауне стало невыносимо жарко. И Тацу, и Тарадзиро в конце концов сходят с ума от невыносимой жары. В ответ Мику дает Тацу пощечину, чтобы привести его в чувство, в то время как Кохару делает то же самое с Тарадзиро. После этого их обоих бросают в реку, чтобы они остыли. У Мику на работе намечается игра в гольф с несколькими клиентами, но у нее нет опыта игры в гольф. К счастью, Тацу, благодаря своим знаниям, полученным во времена якудзы, предлагает научить ее играть. На следующий день на поле для гольфа Тацу начинает с того, что учит Мику различным позициям для игры в гольф. Он демонстрирует, как отбивать мяч, и при этом последовательно отбивает пробные мячи, каждый раз отправляя их немного дальше. Затем Тацу раскрывает секрет Мику. Когда бьешь по мячу, никогда не бей дальше босса, но и не делай это слишком очевидным. Мику следует его указаниям и практикуется в ударах по мячу. Тацу также подчеркивает важность похвалы ударом босса, восторженно восклицая «хороший удар». Они продолжают тренироваться, и Мику делает успехи, но все еще пропускает несколько ударов. Однако их тренировка внезапно прерывается, когда налетает ворона и крадет у них мяч для гольфа. Кацу, Маса и несколько человек их босса отправляются в лес нарвать побегов бамбука. Маса, которому не хватает знаний о побегах бамбука, пытается собрать большой побег. Однако Тацу быстро вмешивается, сообщая ему, что более высокие побеги бамбука горькие, и что им следует поискать более короткие побеги, которые лучше употреблять в пищу. Группа начинает выкапывать побеги бамбука, но их усилия прерываются, когда появляется стая обезьян и начинает красть урожай. Маса не из тех, кто отступает, он угрожает обезьянам. Однако, несмотря на все их
усилия, обезьяны убегают, прихватив большую часть побегов бамбука. В конце концов, у группы остается только крошечный кусочек бамбукового побега, который нужно принести обратно, а это совсем не то количество, которое просил их босс. Чтобы спасти ситуацию, Тацу берет единственный побег бамбука, который у них есть, и готовит из него несколько блюд для своего босса. К счастью, боссу это блюдо нравится. Тацу и его спутники решают поужинать в ресторане мистера Чена, где есть специальное блюдо в меню – острый сычуаньский хот-pot. Перед рестораном стоит задача. Если клиенты смогут доесть все блюдо в течение 30 минут, это будет бесплатно. Им не терпится насладиться трапезой и выиграть награду за бесплатное питание. Однако, как только они откусывают первый кусочек, их поражает необычайная острота блюда. Несмотря на сильную жару, они не могут устоять перед восхитительным вкусом. Тацу замечает, что Маса потянулся за водой и предупреждает его не пить ее, объясняя, что вода только усилит остроту, вместо того, чтобы смягчить ее. К сожалению, Мику не выносит жары и пьет воду, тем самым лишая себя права участвовать в соревновании. Маса тоже не может продолжать. Тацу полон решимости довести дело до конца и просит у мистера Чена большую миску риса, чтобы смешать его с горячим горшочком, надеясь, что это поможет сбалансировать остроту. Однако в итоге он тоже оказывается в нокауте, не в состоянии закончить испытание из-за того, что был слишком полон. Тацу неожиданно наносит визит в дом Мосса для быстрой проверки домашнего хозяйства. Однако, войдя в дом, он сразу же ощущает сильный затхлый запах, который, кажется, исходит от обуви и одежды, сушащихся внутри. К счастью, Тацу приготовил несколько трав для борьбы с неприятными запахами. Они вместе развесили венок из трав, который сделали, чтобы освежить воздух. Однако их попытка избавиться от неприятных запахов в доме принимает неожиданный оборот, когда они замечают таракана. Маса, пытаясь справиться с насекомым, поднимает его руками. Быстро отреагировав, Тацу сильно бьет Масу, отчего тот вылетает за дверь. Однажды вечером группа собирается, чтобы поделиться страшными историями. Мику начинает с рассказа о страшной ситуации в ее офисе, которая, по мнению Масы, на самом деле не является пугающей. Затем он рассказывает историю из своего родного города о группе молодых людей, которые забрались в заброшенное здание, но их преследовала высокая женщина-призрак, которая ползала на четвереньках. У этой истории незавершенный финал, что приводит к некоторой путанице. Затем настает очередь Тацу рассказывать историю, и он начинает рассказывать о проклятии, которое недавно обрушилось на него. С мрачным выражением лица он объясняет, что несколько дней назад увидел по телевизору рекламу свежего снежного краба, поступившего в продажу, которому не терпелось насладиться этим деликатесом, тут же заказал совершенно новую коробку, которая была доставлена ему домой на следующий день. Однако, когда он открыл морозильную камеру, то был потрясен, обнаружив, что там все еще хранятся похожие крабы, которые он купил год назад. Тацу не может не задаться вопросом, не стал ли он жертвой проклятия крабов, которых он не приготовил. Мику и Маса, не впечатленные, соглашаются, что это вовсе не страшная история, а скорее пример забывчивости Тацу. В конце концов, Тацу готовит крабов, чтобы они могли насладиться ими в тот вечер. Попытка Тацу заставить Сузу, дочь подруги Мику, которая очень привередлива в еде, есть овощи, принимает довольно необычный оборот. Когда Тацу приходит к ним домой, он понимает, что Сузу испытывает сильное отвращение к овощам. Он решает приготовить блюда, в которых будут спрятаны измельченные овощи, чтобы незаметно включить их в свой рацион. Однако чувствительность Сузу к овощам удивляет Тацу. Она может определить наличие овощей, просто понюхав еду. Столкнувшись с этой проблемой, Тацу прибегает к рассказыванию историй. Он достает морковку и рассказывает трагическую историю о морковке, которую отвергли дети. Затем морковка умоляет, чтобы они разрешили добавить ее в карри, так как дети любят карри, и таким образом им может понравиться бедная морковка. Похоже, что история срабатывает, и Сузу начинает проявлять интерес. Но Тацу решает добавить несколько кровавых подробностей о судьбе моркови в карри, что в конечном итоге сводит на нет его собственную попытку заставить Сузу есть овощи. Тацу решает помочь домовладельцу прополоть газон и заручается поддержкой Масы в этом процессе. Маса в итоге получает синяки на руках от агрессивной травы, когда пытается выдернуть сорняки. Чтобы повысить эффективность работы и защитить руки Масы, Тацу снабдил его специальными перчатками. Имея в руках нужные инструменты, они справляются с работой намного лучше. Тацу делает еще один шаг вперед, создавая самодельное средство для уничтожения сорняков, используя уксус и моющее средство для уничтожения сорняков на корню. Его метод напоминает перестрелку, когда он распыляет средства для уничтожения сорняков, как ковбой. В конце концов, их тяжелая работа вознаграждается, когда хозяин приходит предложить им прохладительные напитки в знак признательности за их усилия. Тацу сталкивается с Рётой и другим мальчиком, которые горячо спорят о том, кто сильнее, жуки-носороги или жуки-олени. Тацу присоединяется к разговору, утверждая, что жук-носорог – более сильное насекомое. Однако внезапно появляется Тарадзира и приводит доводы в пользу того, что жуки-олени являются самыми сильными. Вместо того, чтобы разрешить спор, вмешательство Тарадзира превращает дискуссию в ожесточенную битву между двумя хулиганами, которые назначают дату физического поединка своих жуков, чтобы определить превосходящее насекомое. Когда наступает день битвы жуков, два жука вступают в схватку. Но исход
ход остается безрезультатным, так как оба жука в конечном итоге улетают. Тацу замечает, что маленькие магазинчики в его районе испытывают трудности из-за конкуренции со стороны близлежащих торговых центров. В попытке помочь этим продавцам, ему пришла в голову идея открыть уличный киоск по продаже товаров. В его киоске продаются ножи, и Тацу сразу же демонстрирует, насколько они острые, чтобы привлечь покупателей. Удивительно, но людей привлекают ножи, и они начинают собираться вокруг киоска. Кроме того, он также помогает продавцу одежды продавать товары из аниме. Несмотря на то, что изначально он торговался за более выгодную цену, молодой покупатель в конечном итоге покупает товар, что делает ситуацию беспроигрышной для обеих сторон.